Друзья, всем привет! Сегодня на нашем канале эксклюзивное видео обзор 4 районов, популярных и туристических в Буэнос-Айресе. Реколета, Бельграно, Палермо и микроцентр. Мы будем обозревать эти районы на предмет того, хотели ли мы там жить или нет. Что для нас важно, это инфраструктура, наличие парков, кафешки, все, что можно. Вплоть до того, что мы планируем посмотреть цены по аренде, опираясь на наш личный опыт, на опыт наших друзей, просто данные из интернета. А вы пока что подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и не забудьте написать комментарий. Ведь сейчас в Буэнос-Айресе 32 градуса, и это невероятно жарко, и создание этого ролика требует от нас неимоверных усилий. А мы идем смотреть первый район, район Реколета. Так, как мы и сказали, мы начинаем с района Реколета, потому что мы в нем живем сейчас. Он довольно старый, тут очень красивая архитектура. Я тут прочитал, что он называется Парижем Аргентины, этот район. Это связано с тем, что была большая иммиграция в середине 19 века. Мы начали с парка Тейс, который называется. Извините за мой прононс, потому что, честно говоря, не знаю, как это правильно читается. Но Тейс, да, парк Тейс. Парк прикольный, но тут довольно мало деревьев, если вы посмотрите, поэтому сейчас в полдень, солнышко сверху, тут довольно жарковато. Тут, кстати, помните, у нас был видеоролик, наверное, ссылка где-то будет, про то, как мы ходили на фестиваль еды. Это было прям тут, вот, но сейчас тут фестиваля еды нет, а есть просто парк. И мужская попа. Видно? Что бы я хотела вообще сказать о парках? Мне парки в Реколете очень нравятся. Они просторные, они большие, и здесь нет жилой застройки. Несмотря на то, что рядом большая авенида и застройка вся жилая находится там, здесь можно провести спокойное время без каких-либо больших количеств зданий, дорог, машин. Ну, в общем-то, вообще можно отдыхать, устраивать пикник, гулять с детьми. Просто вот посмотрите на этот парк, он просто шикарен. Я считаю, что отличное времяпрепровождение, если ты привык просто сидеть и наслаждаться тишиной. Ну, в этот парк мы заходить не будем, мы в нем уже были. Там расположен знаменитый железный цветок. Вот, про него можно посмотреть у нас в другом ролике. Пойдемте дальше. Так, ребята, вот еще один парк. Мы находимся на площади Уругвая. И на улице невыносимая жара. Это заслуживает ваш лайк, комментарий и подписку, если вы еще не подписаны. Скорее нажимайте на красную кнопку, если она еще не стала серой. Вы можете заметить, что в парке довольно-таки ухоженные, газоны все подстриженные, нет какого-то мусора, есть лавочки для отдыхающих, везде стоят мусорки, большое количество велосипедных дорожек, и они широкие, и мы этим активно пользуемся. То есть те районы, которые находятся на побережье, если можно так сказать, везде есть большие велосипедные дорожки и велопарковки, где можно арендовать автомобиль. Велосипед, конечно же. А я где-то читала о том, что в Буэнос-Айресе самое большое количество памятников в мире. И если это многословно и громко сказано, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Считаете ли вы о том, что здесь такое большое количество памятников, что нет ни в одной стране, ни в одном городе мира? Так, мы продолжаем наши прогулки по Реколете, наблюдая за архитектурой, скрываясь в тени высоких домов. Вот что имелось в виду, когда говорилось Париж Аргентины. Вот такие вот всякие красивые дома. Мы еще с вами их много посмотрим дальше. Район Реколета ощущается очень аристократично. Мне кажется, это связано с количеством всяких старых особняков, красивых зданий, гуляешь почему-то такому old-fashioned, старому, красивому.
Помимо того, что Риколета как одна большая достопримечательность из-за красивых зданий, постоянно поднимаешь голову и любуешься ими, то здесь еще расположено очень много разных классных достопримечательностей, которые вы видите сейчас на экране. Ребята, что еще хотелось сказать про район Риколета? В отличие от микроцентра, тут относительно тихо. То есть, когда ты идешь вечером, машин не так много людей. Если мы не берем место рядом с кладбищем или торговым центром, а в целом по району приятно прогуляться. Улочки небольшие, узкие, все в камне. Из-за этого иногда неприятный запах, как в любой улице такого формата. Что касается цен в продуктовых магазинах, какие продуктовые магазины здесь есть, самые популярные, так как мы здесь живем, давайте начнем с этого. Активно пользуемся продуктовыми магазинами Диско и Кота. Диско есть в большом количестве, Кота не так много. И маленькие Диа. Что касается кафе, если честно, мы очень редко в Риколете ходим в кафе, потому что здесь дорого. Я не говорю сейчас про всю Риколету, но мы живем в такой исторической части Риколеты, где дорогие кафе, дорогие магазины, очень много отелей. Вот мы как раз-таки забыли сказать о том, что здесь невероятное количество отелей, крутых, 5-звездочных. В общем, самые богатые люди приезжают в отели в эту часть города. Поэтому, если вы хотите жить в Риколете и хотите питаться в кафе, то, конечно, это не самый лучший район, мне кажется, для этого. Нужно будет куда-то идти или ехать. Или, как мы, иногда заказываем в Педидосе доставку еды. Доставку еды никто не отменял. Кушать дома – это тоже классно. Ну и мы обещали поговорить про стоимость аренды. Опираясь на свой опыт, аренда нам обходится прям за все где-то $750-850 в месяц. А остальные районы мы будем оценивать либо по прайсу, по которому снимают наши знакомые оттуда, либо по данным, доступным в интернете. Так, ну что, мы подводим итоги Раз. и выставляем наши оценки. Оценка от Егора району Риколета. Оценивать мы сможем очень точно, но субъективно. Риколета очень разные, очень нравится здание, Очень красивый, большой, и нам уже он очень сильно полюбился. очень нравится какой-то культурный вайб. А плюсы в чистоте, плюсы в тишине. Опять же, транспортная доступность. В целом до всего добраться довольно удобно из Риколета. Очень много парков, действительно зеленых. Если посмотреть на карту, большая часть Риколеты, ну ладно, не большая, но очень много зеленых парков. Количество парков, как уже сказала Алена, тоже восторг. Оценивать будем по 10-бальной шкале. Это, пожалуй, вот главный плюс. Критерии самые разные, но я именно минусовала Чего мне не хватает в Риколете? дорого. Нет доступных кафе рядом. Мы сейчас говорим не про всю Риколету, там, где мы живем, и основная часть, где находятся отели, дорогие дома. Как уже было замечено, доступных кафе, потому что я пока не настолько богатый, чтобы есть в кафе Риколета. Ну и второй минус – это аренда здесь очень дорогая. Мне не хватает дешевых продуктовых и мясных лавок. Рядом вокруг лавки овощные, мясные намного дороже, чем в других районах. И это мы уже проверили. Иногда дурно пахнет, потому что улицы каменные, собак много, все понимают. Старые дома выглядят красиво, но мы живем в не очень новом доме. И из-за этого у нас проблемы с трубами иногда, что-то не работает, ржавая вода. Итого у нас Моя оценка есть 3 минуса. району Риколета 7 баллов я даю Риколете. — это 6,5. Он очень красивый, но, пожалуй, следующее место мы будем искать в другом районе. Ребята, мы приехали в район Бельграна и будем смотреть на него. Первое, что нам тут понравилось,
уже сразу. Есть большие деревья, по крайней мере, на улице, на которой мы остановились. На центральной авениде довольно жарко, там палящее солнце, а тут мы решили немножечко отдохнуть в теньке. Пока что Бельграна радует. Кстати, Бельграна был нашим первым районом, когда мы только приехали в Буэнос-Айрес. Мы прожили тут 2 месяца, и сейчас какая-то даже легкая ностальгия присутствует. Ну что, и, конечно же, мы оказались на самой главной улице Бельграна, где находятся многочисленные кафе, китайские, японские рестораны, кофейни, мороженое. В общем, мы, конечно же, не могли не пройти эту улицу и не показать ее вам. Она просто потрясающая. Что касается цен на кафе, здесь, конечно, они будут немного меньше, чем в Риколете, но именно на этой улице довольно дорого, потому что это самый настоящий туристический центр Бельграна. Ну, пойдемте смотреть, продолжать, как выглядят это все кафе. Хочется у каждого остановиться и попробовать, или хотя бы что-то подснять. Так, ну что еще можно сказать по поводу кафе? Здесь можно найти различные кафе, подешевле, подороже. И когда мы жили здесь, в Бельграно, мы ходили в кофейни, где были круассаны дешевые, кофе. Поэтому большой лайк мы ставим кафе, которое находится здесь, в Бельграно. Поставьте, пожалуйста, лайк. Егор идет спиной к дороге, и это заслуживает лайка. Мы еще обещали сказать про магазины, про продуктовые. Мы уже сказали, что жили тут 2 месяца, и тут в целом повсюду Carrefour, иди, маленькие можно найти, как здесь. Возле больших дорог не только есть магазины покрупнее, типа Carrefour побольше. Честно говоря, мы ни разу не ходили тут в Диско или в Кота, но наверняка они тоже где-то тут рядом, близко есть. Важно заметить, что нам, как любителям всякого специфического в продуктах, такого как там укроп, неочевидная рыба, креветки, очень тут нравилось то, что много китайских магазинов, потому что рядом китайский квартал еще. И там множество продуктов, которых не найти нигде в других местах в городе. За продуктовую доступность и удовлетворение нашей продуктовой корзины мы однозначно ставим лайк. Ну что, мы находимся в одном из парков в районе Бельграна. Это первый парк, к которому мы сюда пришли. Все, что мы проходили мимо, это были скверы, небольшие площади. Этот же парк чуть больше. Этот первый парк, который ведет к набережной. Если пройти немного назад и влево, там будет как раз-таки Терра Санта, да, вот эта святая земля. У нас есть прекраснейший ролик про это место. Обязательно вот здесь где-то будет подсказка, вот, скорее всего, здесь. Перейдите и посмотрите этот ролик. Что касается вообще, в принципе, парков, ну, я буду сравнивать с Риколетой. В Риколете есть лавочки, есть лежанки, есть мусорки, есть дорожки. Вот этот же парк, он просто пустой. Здесь есть один памятник, а в скверах просто обычные лавочки, ну, как обычная площадь. Единственное отличие, тут есть прекрасная набережная, до которой мы сейчас не дойдем, но мы там были, мы там гуляли. Еще в наших влогах вы увидите, как мы пройдемся по набережной. Это, конечно, большой плюс. Мы хотели рассказать про архитектуру, и в этом районе она не такая интересная и помпезная, как была в Риколете, но тут все тоже довольно миленько, аккуратненько, то есть не так уж много старой вот этой вот панельной застройки. По большей части дома новые, свежие, приятные. Есть малоэтажные здания, есть многоэтажные дома, в общем, да, район очень разный. Складывается ощущение, что чем ближе к реке, тем малоэтажнее застройка, потому что мы жили ближе к Нунису, и мы жили ближе вот к китайскому кварталу, они совершенно разные. Мне персонально очень нравятся здания из
кирпича. Мне просто нравится, как они выглядят. Не знаю почему. Ребята, но мы уже посмотрели Бельграно, и я предлагаю вам выбрать для нас еще 4 района, ведь будет вторая часть, обзор 4 районов, но уже выбирать будете вы, поэтому пишите в комментариях район, который бы вы хотели, чтобы мы обозревали, посмотрели, отсняли для вас. Но, пожалуйста, выбирайте районы те, где мы сможем ходить с камерой и не переживать за нашу безопасность. Ну что, переходим к выводам. Бельграно. Район Бельграно. Оценка от Егора. Давайте поговорим о плюсах. Первый плюс Бельграно – Гастрономическое разнообразие очень большое. азиатской еды, аргентинской еды, пицца, паста. А тут был, когда мы приехали, на углу улицы Блянко-Энкаляда, прекрасное пивное заведение. И можно найти как и дорогой ресторан, так и дешевое кафе. Ну как, просто краны с пивом. Оно было там дешевое. Это то, что он еще не такой сильно туристический. Уютность. Несомненный лайк. Если мы не берем Баррио Чино, не берем китайский квартал, там довольно многолюдно, мне кажется, в любой сезон, особенно выходной. За такую спокойную обстановку на улицах я ставлю большой плюс. Что касается минусов, Первый минус я поставлю, наверное, за расположение. как уже было сказано, расположение. Все-таки это не центр-центр. И ездить отсюда было не так удобно. Ехать долго на метро или на автобусе. Количество парков, это, конечно, компенсируется зеленостью самих улиц. И чтобы дойти до какого-то большого парка, нужно идти к реке, к набережной. И это очень долго, если ты живешь даже возле китайского квартала. Идти минут 40. Мы уже проверяли, сами туда ходили, вы можете нам поверить. И третий минус. Наверное, это все. Да, наверное, третьего минуса и нет. Мне в целом нравится Бельграно. И я Бельграно поставлю самый высокий балл. Я бы в Бельграно тоже поставил бы 8 баллов. уверенных 7,5 баллов. Где 10 это идеальный район, которого не существует, напомню. Ребята, мы приехали в Палермо. Мы находимся в районе Палермо географически. Из всех районов, которые мы обозреваем в этом видео, он находится в самом центре. И здесь как раз-таки есть несколько подрайонов. Например, такие как Палермо-Сохо, Палермо-Голливуд, Палермо-Вьеха, Палермо-Чика. Их здесь очень много, они все по архитектуре довольно похожи, но везде разные. Где-то есть более тусовочные районы, например, как в Палермо-Голливуд, в Палермо-Сохо будут более какие-то интересные магазины, кафе, рестораны. Конечно же, Палермо называют тусовочным районом, и сюда приезжают вся молодежь. Здесь много баров, разных ресторанов, аутентичных. Палермо удивляет, но именно для тех, кто любит движ. Что еще говорить о Палермо? Пойдемте его смотреть. В Палермо много больших парков, целая гряда. Они очень красивые, классные, зеленые, но тут всегда очень людно. Небольшой диссонанс вызывает тот парк, из которого мы пришли со стороны Бельграно. Он был пустой. И здесь просто движ, куча народа, но на самом деле в этом есть что-то прикольное, особенно если тебе одиноко. Ну да, тут еще есть гуси. Парков тут действительно много, они разные, и ботанические, и с разными растениями, и экопарк с животными, и вот этот парк, где все вместе, большим парком в Палермо ставим лайк. Иногда тут можно столкнуться с некоторого рода опасностями, вас могут покусать гуси. Смотрите, как дико смотрят. Тут очень много людей занимается спортом, бегают, катаются на велосипедах, на роликах, на скейтах. Итак, рестораны в Палермо. Их много, они дорогие. За моей спиной, например, Дон Хулио. Очень дорогой мишленовский ресторан. Говорят, там лучшие стейки в мире. Кто-то говорит так, кто-то говорит, что он переоценен. У нас пока мнения нету на этот счет своего, потому что
мы пока еще не сходили, но как-нибудь обязательно посетим. Тут есть и дешевая еда, и очень дорогая еда. Дорогой побольше. Средняя кафешка будет дороже, чем в Бельгране или микроцентре, но можно найти и дешевую пищу. Так, ну что, ребята, и поговорим об аренде в Палермо. Средняя цена на однокомнатную или студию 500-600 долларов. Двухкомнатные стоят намного дороже. И почему я это говорю? Потому что недавно я смотрела цены, а мы очень скоро будем нуждаться в квартире. И цены там на двухкомнатные, конечно, космос. Ну, то есть там 700, 800, 1000, 1500 долларов. Ну, это если в каких-то новых домах. Поэтому это не очень хорошие цены для нас. И вряд ли мы снимем здесь квартиру, потому что мы хотим снять хорошую квартиру. А хорошая квартира здесь будет стоить очень дорого. Магазины в Палермо. С магазинами все неплохо, они есть. Тут есть даже китайские магазины попадаются. Например, вот есть все сетевики в целом, насколько я помню, и Кота, и Диско, и Диа, все можно найти, Carrefour. С продуктовой доступностью никаких проблем вы не испытаете. Однако цены в киосках могут меняться в зависимости от района города. И тут в киосках или на улице, там, в овощных, в мясных будет немного дороже. Моя оценка Палермо. Выставляем свои оценки. Итак, поговорим о плюсах. Во-первых, тут действительно много парков. Здесь широченные, классные парки. Но насколько же там много людей, черт возьми. Вишенка на торте, потому что мы действительно очень много любим гулять. Это и хорошо, и плохо. Второй плюс – количество баров и ресторанов. Ну, наверное, то, что это находится в центре, действительно. Плюс в том, что это находится реально в центре и до всего близко. Тут самая дорогая недвижимость в плане аренды из всех районов, что мы смотрели. И тут довольно людно и шумно на улице. Как сказал Егор, за шум, за многолюдность. Еще это дорого. Кафешки, киоски. Я бы не хотела здесь жить, потому что слишком раскрученное, распиаренное место. Кстати, в киосках тоже забавно, что цена на бутылку воды, в зависимости от района города, будет разная. Узкие улицы и машины постоянно здесь ездят. И не только машины. Велосипедист еще с колонкой проезжал мимо. Попсово. Вот так еще за это срежем балл. А за вот такие вот минусы, Палермо я поставлю 6 баллов. которые для жизни, вот для тусовки, для жизни, пожалуйста, 6 баллов. Я ставлю Палермо. Ребята, но мы находимся с вами в микроцентре. Микроцентр – это исторический коммерческий центр. Это район Буэнос-Айреса, где находятся банки, бизнес-центры, помимо жилой застройки. Также здесь есть такие достопримечательности, как Каса Росада, Обелиск, знаменитая улица Корриентес, по которой мы с вами пройдемся. Также здесь находится прекраснейший театр театр Кальон. В самом микроцентре очень много узких улочек, очень много магазинов, различных торговых центров, кафе, ресторанов, сувенирных лавок. В общем-то, здесь настоящий туристический рай. И, наверное, каждый турист, который приезжает в Буэнос-Айрес, в первую очередь посещает именно этот район. Мы еще не сказали, но стоит сказать, по какие районы входят в микроцентр. Вообще микроцентр – это такое местечковое название, и каждый под ним понимает что-то свое, но в общем понимании это обычно район Сан-Николас, Монсеррат кусок, иногда Ретиро тоже относится к микроцентру. Где-то я видел, что Пуэрто-Мадейро также может относиться, потому что там вот много тоже офисных зданий. А мы с вами продолжаем гулять.
район не славится большим количеством парков и зеленых зон, но они здесь есть. Например, площадь де Майя или же как эта площадь, да, я не знаю, как она называется, но я думаю, будет здесь вставочка. Хотели сказать про наличие кафе. Тут очень много всяких и дорогих ресторанов, и простых мест, где можно поесть эмпанады. Чем ближе вы к каким-то культурным штукам, тем дороже места будут. Чем дальше вы отходите, тем можно подешевле покушать. В целом, по моей скромной субъективной оценке, кушать в микроцентре дешевле, чем в Риколете. Вот. Или примерно так же, как в Бельграно, если где-то не в туристическом центре Бельграно. Ну что, ребята, вот мы на самой старой пешеходной улице в Буэнос-Айресе, Каше, Флорида. Как раз мы на пересечении Лаваши и Флориды. Это тут пересекаются две пешеходные улицы. Эта улица стала пешеходной еще в 1913 году, и на тот момент это было очень круто и смело. Вот с тех пор она пешеходная, и мы сейчас по ней прогуляемся. Еще этот район славится тем, что здесь есть улица театров, разных заведений, где танцуют танго, театральные постановки. Ну, в общем-то, для развлечений этот район отлично подходит. Ну что, ребята, мы находимся на улице Корриентес, на полупешеходной улице. Здесь на выходные закрывают часть дороги, где можно прогуляться пешком. Но мы рекомендуем вам проходить по этой улице вечером, потому что все дома, все театральные здания загораются красивыми лампочками, телевизорами. Ну, в общем-то, вы можете это все посмотреть. Мы покажем, как она выглядит вот в дневном, так сказать, свете. Ну вот она, самая шумная улица, и посмотрите, часть дороги перекрыта, где можно свободно передвигаться и фотографироваться или просто гулять. Вообще просто великолепно наслаждаться этим, но представляете, как это выглядит вечером. Сзади меня Каррефор, поэтому поговорим о том, что здесь с магазинами. Как уже сказали раньше, это считается бизнес-район, такой, где банки, бизнес-центры и прочее. Из-за этого очень мало, по крайней мере, мы видели очень мало продуктовых магазинов больших. Вот это первый, что мы встретили, пока гуляли. Камера, мотор. Пару слов об аренде. Итак, цены на аренду квартиры здесь двухкомнатной примерно может варьироваться от 700 до 1000 долларов. Я думаю, что это так, потому что мы не нашли в открытых источниках какой-то такой информации, а Егор думает, что ниже даже, чем в Палермо. Вот. Но единственное, в чем я точно уверена, это в том, что здесь, в микроцентре, очень дорогие экспенсесы. То есть ты живешь в каком-то историческом красивом доме, старом, то ты будешь платить экспенсесы больше, чем 200 тысяч песо, ну или, может быть, 200 тысяч песо. Я не думаю, что для жизни микроцентр настолько подходит. Он, по-моему, очень активный, шебутной, но если вам не хватает какого-то драйва, то снимать здесь это будет очень хорошим решением. Так, ну что, ребята, мы подводим итоги. Время оценки от Егора. И выставляем наши оценки. Мне в целом микроцентр нравится. По каким критериям я буду судить микроцентр? Очень много всего тут. Это и плюс, и минус. Первый минус микроцентру я ставлю за шум. Как уже было замечено, тут довольно шумно из-за этого. За то, что здесь много людей, много туристов. Вайб старого большого города присутствует, интересно. Здесь невозможно как будто жить, здесь нужно все время куда-то бежать, идти. Мало продуктовых в плане для жизни. Второй минус, конечно же, пространство. Парки. Я люблю очень зеленые парки, тишину. Мне не хватает зеленых зон.
В микроцентре этого практически нет. Местами неухоженно. Третий минус. Я не скажу, что в микроцентре настолько чисто. В целом жить тут можно. Очень часто присутствует запах. Я, наверное, поставлю микроцентру оценка 6, но в Риколете вот на полбалла мне нравится больше. И микроцентру, так же как и Риколете, я ставлю 7 баллов. Друзья, ну что, а в Буэнос-Айресе уже темнеет, это значит, что наш ролик подходит к концу. Мы безумно устали и надеемся, что этот ролик вам очень понравился. Не забывайте писать свой комментарий о том, какой район вам понравился больше и какие еще 4 района нам стоит отснять. А также ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. А мы идем домой.